Уже, наверное, месяца 2-3 я этого ждал. Попутного ветра. Постоянно, то встречный, то боковой, то сильные высокие волны. Весьма, конечно, неудобно сидеть мне сейчас на моем баркасе. Везу доски, везу шамотную глину, аккумуляторная пила, рюкзак, короче говоря, килограммов 60-70 точно, если не 100 груза, и плюс я. Лодка перекачана максимально, ну, чтобы она держала весь этот вес на плаву. Лодку лучше немножко спустить, чтобы она под воздействием солнечных лучей не нагрелась, воздух в ней, и, не дай бог, не лопнула. Ведь мне потом еще на ней добираться обратно. Мусор на берегу. Рад был найти этот чудесный домик. Узнал локацию легко, так как дача рядом. Приплыл на САПе. Теперь, по всей видимости, придется посещать сразу 2 каменных дома. И это очень здорово. Спасибо за труд. Это, наверное, скорее всего, Андрей, который ухаживает за каменным домом, в котором был походный оптимист. Да и я, кстати, в нем тоже был. Да и вообще несколько уже блогеров из нашей Самарской области тоже в нем были, в этом каменном доме, посещали его. После этого, 27 июля, здесь были еще люди. Крутое место, дай бог здоровья и всего самого доброго человеку, сделавшему это чудо. Лука Тольятти. И 3 августа здесь был еще человек. Прикольное местечко, зачет труду вашему, Андрей Тольятти. Вот. То есть, получается, был 1, 2, 3, 4, 5. Уже 5 посетителей были в этом каменном доме. Обязательно записывайтесь и обязательно приходите. Вот. Если до следующего лета здесь все останется целым и невредимым, то можно будет уже такой ремонт сделать пореспектабельнее. Ну а сегодня я хочу зашить стену такими же досками. У меня их еще там штук 15-20 я привез. Закрыть вот эти вот щели наконец-то. Наверное, я просто буду закрывать какими-то бревнами и оставшуюся часть запенивать.
То есть не заморачиваясь, максимально простой ремонт, максимально простая реставрация. В этом тоже есть определенный смысл. То есть до следующего года, если доживет, еще раз повторюсь, уже тогда можно будет сделать все намного приятнее. То было бы здорово, конечно, начать заниматься сегодня печкой. Но всему есть свое но. То есть не знаю, как пойдет. Штукатурку, точнее шамотную глину я взял. Ремонтируя или занимаясь строительством какого-то проекта, постоянно требуются различные инструменты. И не так давно я решил купить себе ножовку и топор, которые можно было бы оставить в этом месте. Ну, мало ли кто придет, и им нужно будет напилить дрова, например. И я нашел нужные мне товары по выгодным ценам в Мега-маркете. Маркетплейсе, где можно найти практически все. Мне нравится, что на Мега-маркете новые акции и супер цены каждую неделю. Можно приобрести товары очень выгодно. А еще у них бесплатная доставка. А в 148 городах вообще есть доставка по клику от 15 минут. Но самое главное, в августе на Мегамаркете действует повышенный кэшбэк до 60% бонусами «Спасибо» на товары категории ремонт. Сейчас я куплю ножовку с топором и получу за него бонусами 875 рублей. Потом на эти бонусы я возьму что-нибудь в дом под землей. Кстати, этими бонусами «Спасибо» на Мегамаркете можно оплачивать до 99% от стоимости покупки. А по промокоду «Мегаудобно» вы получите дополнительную скидку 1500 рублей. При первом заказе от 5000 рублей. Переходите по ссылке в описании или QR-коду и совершайте свои выгодные покупки на Мегамаркете. Думаю, наверное, разобрать сейчас все кирпичи, подготовить площадку с помощью лопаты для того, чтобы здесь выложить печь в дальнейшем. И, наверное, может быть, даже имеет смысл начать выкладывать печь. Трубы у меня никакой нет с собой, поэтому проверить печь в любом случае не получится, но с другой стороны ее и нежелательно печь сразу затапливать, насколько вы знаете, да, то есть когда ее из кирпичей сложил, шамотная глина вот эта вот, либо печной раствор, ну кто из чего делает в печке, складывает, с помощью чего скрепляет кирпичи, должна высохнуть естественным способом, дабы исключить растрескивание в дальнейшем. Я взял 2 ведра, в одно ведро наберу воды
и кирпичи буду там смачивать, прежде чем выкладывать их, да. Дело в том, что кирпич вбирает в себя воду, и благодаря этому требуется меньший, будет меньший расход раствора, кладочной смеси. Все. Важно было рассортировать все кирпичи, более-менее целые, нормальные, неповрежденные, сложил сюда, ну а уже все разбитые бросил как попало. Никакой передовки у меня нет, это моя уже третья печь будет, которую я собираюсь выложить. Надеюсь на русский авось, так сказать, и плюс ко всему на свой имеющийся опыт. Раствора всего лишь, точнее, кладочной смеси всего лишь 20 килограммов. Соответственно, я не знаю, какой здесь будет расход по раствору, да, кирпичи, потому что, сами видите, они неровные, все сбитые углы, то есть, соответственно, по-любому раствор будет тратиться больше, чем если бы был нормальный, ровный, четкий кирпич. Ну, выложу там 2 ряда, да, допустим, ну, значит 2. Выложу 3, там 4, значит 4. То есть сколько получится, насколько хватит раствора, столько и будет. В идеале я хочу сделать так, чтобы в данной печке не было никакой варочной поверхности металлической. Объясню почему. Место проходное, вы, наверное, догадались, да? И дернуть металл, сдать его в чермет будет очень приятно кому-нибудь. Поэтому нужно каким-то образом попытаться этого избежать, использования металла. То есть, сложить печь так, чтобы, например, варочная поверхность просто закрывалась кирпичом. Да? То есть кирпич сверху положил, все. Что-то надо приготовить, один вот этот кирпич убрал и поставил там сковородку, к примеру. Да? То есть такой эконом-вариант. Здесь все как бы в таком эконом-варианте. Собственно, все. Давайте попробуем выложить печь вместе с вами. Вы там наблюдаете, а я здесь работаю. Присоединяйтесь. Очень удачно, что здесь уже есть какое-то основание печки, да? То есть она здесь когда-то была. Она была довольно-таки большая, то есть вот, почти метр.
в глубину. Я ее собираюсь уменьшить однозначно, но фундамент, который имеется, буду использовать для уже своей печки. Наверное, получится в 2 кирпича печь по ширине. По глубине, соответственно, точно так же. Насчет дверцы. Скорее всего, ее не будет никакой здесь дверцы. Либо в дальнейшем принесу просто лист металла, которым буду просто элементарно прикрывать входное отверстие печки. То есть она будет, как она, подовая, по-моему, что ли называется, которая без зольника. Ну, что-то типа камина, скажем так даже, да. Кирпичи сейчас уже 2 замочил. Вон уже пузыри пошли, то есть они влагу начинают вбирать в себя. Ну, а пока кирпичи вбирают влагу, я буду замешивать раствор. То есть 2 кирпича сразу положу, потом еще 2. Ну и постепенно они будут напитываться водой, и постепенно будут появляться ряды один за одним. Очень много кирпичей в старом растворе. И я попутно его заодно снимаю, пока намокают у меня кирпичи для кладки, которые я уже очистил. Наверное, надо идти немножко уже на сужение потихоньку, да, то есть кирпичи пойдут уже, наверное, вот так вот, чтобы потом между ними можно было один цельный положить здесь и здесь, и тут будет труба. Не знаю, на каком уровне пока, непонятно, но я думаю, где-то вот, наверное, отсюда труба начнется, а до сюда она будет выкладываться кирпичом. И чтобы здесь сделать варочную такую поверхность, да, повторюсь-таки, без использования металла, я не знаю, что получится, то есть просто, чтобы вот раз, два, ну получается раз, два, три, то есть чтобы ложилось 3 кирпича, один убирается и сюда ставится какая-то там емкость и на ней уже готовится еда. Не стоит обращать на торцы печки, да, то что они как бы, ну так немножко стрёмно выглядят. Потом со временем это можно будет замазать, уже еще мешок раствора притащить, замазать здесь и все будет аккуратно. Можно вообще ее целиком заштукатурить будет, и она будет такой же печка, как у меня там в землянке у ручья, например, да. Такая красивая, белая, ну, может быть, некрасивая, ладно. Ну, короче говоря, в деревенском стиле. В общем, иду на сужение.
знаете, я смотрю и задумался. Наверное, моя идея все-таки неосуществима. Во-первых, печка очень неглубокая. И что-то я как вот не пытался понять, что лучше сделать, да, чтобы какое-то подобие было здесь место для кастрюли, например, да, там чайника. И я не понимаю, то есть я не вижу нормального рационального решения. Ну, а чайник буду разогревать все-таки здесь, как в камине, грубо говоря, да, то есть раз туда поставил и разогрел. В принципе, ничего в этом страшного нет. Все, закончилась смесь кладочная. Наверное, все-таки да, в следующий раз, ну не в следующий, может быть, когда-нибудь там через раз, печь надо будет все-таки снаружи обмазать, потому что, согласитесь, она выглядит намного интереснее, да, когда ее вот так обмазываешь, выравниваешь, штукатуришь, ну вот этих вот кирпичей убогих не видно, которые вот такие вот сколотые, как-то они в глаза бросаться хоть не будут. Надо будет взять скребок с собой поменьше, чтобы им можно было залезть в какие-то более труднодоступные места и всю печь обмазать. Ну, это, наверное, да, действительно можно сделать будет уже и зимой, например, да, приехать сюда, к примеру, там, на мотособаке, взять с собой еще что-то, там, какие-то материалы строительные, и уже в тепле сидеть и обмазывать печь, балдеть, в общем. Наблюдать за снегом, за льдом на реке. Никогда еще не разогревал еду в ведре. Ну, в походе, по крайней мере. Такого еще не припомню. Да и не в походе. Поджег костер, развел, чтобы мусор спалить весь. Очень много, потому что мусора какого-то непонятного еще от самой стройки. Какие-то пакеты непонятные, гудрон, битум. В общем, всякая ерунда. Ну и кто-то еще принес мусор. То есть вы видели, да? Баклажку вот эту вот от Кока-Колы. Сейчас к берегу прибило еще какую-то баклажку. В общем, люди поросята. Единственный недостаток, конечно, шумно. То есть раз там в 20-30 минут проходит моторка. В доме под землей такого нету. Да, вообще в лесу такого нет. И, наверное, поэтому многим из вас тоже нравятся вот именно, да, походы в лес.
идет тепло прям конкретное. И надо дверь приоткрыть, потому что угарный газ. Я думаю, что щели достаточно будет закрыть просто бревнами. А вот эти вот какие-то там расстояния еще останутся между крышей, например, да, и самой стеной. Их можно будет запенить. Сейчас посмотрю, какая вода здесь, насколько она теплее. То есть, по ощущениям, для рук, конечно, она прям намного теплее, чем там, где дом под землей. Тем не менее, сегодня 21 августа. И уже никто не купается. Обычно на том берегу стояли моторки, лодки, байдарки, сапы. Загорали и купались, жарили шашлыки. Но сегодня там никого нет. Смотрите, вечер, и лодок уже нет. Какой кайф, а? А вода, кстати, теплее, ощутимо теплее. Я вот стою, не дрожу, не мерзну. Градусов 20, наверное, 21, может быть, даже. А там все 17, если не холоднее. Вот это кайф. Вода теплее. Не зря столько трудов было потрачено.
Еще одно место для отдыха. Практически готово. Я думаю, еще буквально 2-3 поездки. И все будет сделано. Осталось, по сути, печь доделать. Доски у меня закончились. Ну, там штук 5 еще осталось в гараже. Но я думаю, надо будет все-таки полы сделать. Сделать полы, покрыть их лаком, как в доме под землей. Чтобы все было красиво. Ну, как минимум, даже не то, что красиво, а приятно. То есть, даже зимой зашел, обувь обстучал. И там, не знаю, тапочки бросил здесь, раз печку раскочегарил, и уже в тапочках ходи. По чистому полу. Полки еще какие-нибудь сделаю. Что-то я не стал ничего вам рассказывать. Ну, а что, самое простое блюдо. Картошка с луком и с салом. Даже не сало, а подобие бекона. То есть сначала немножко поджарить лук до золотистой корочки и сало в то же время, чтобы оно дало такой жирок. После чего уже можно положить картошку. Ну и в процессе готовки посолить, поперчить. Конкретно у меня только соль есть с собой, перца нет. Я думаю, будет очень вкусно. Вообще, я думаю, можно уже подвести небольшие итоги касаемо этого конкретного дома. Проект потихоньку подходит к концу, находится на завершающей его стадии. Удалось сделать, в принципе, практически все задуманное. И самое главное, если вы помните, я как-то в сообществе YouTube спрашивал, получится ли уложиться в бюджет 35 тысяч рублей. Вложив 35 тысяч рублей в ремонт, в реставрацию этого каменного дома. Это же и была цель, да? Максимально экономно восстановить дом. По расходам, не считая бензин, получается что-то там порядка 30-32 тысяч рублей. Остается труба. Труба у меня как бы еще есть от первой землянки, сохранилась. Можно ее использовать. Да и, наверное, все. Больше уже ничего.
и не надо. Ну полы только, да. Исходя из анализа роликов, да, этого года, очень зашли два сплава. То есть первый сплав, когда мы убегали от потопа с Серегой из каменного дома. Что-то там 500 тысяч просмотров он набрал, этот ролик. И второй сплав на плоту с Женьком. Этот ролик тоже собрал что-то там 560, что ли, тысяч просмотров. В этом году вообще должны были мы на Рыжей Бестии вот эту большую жигулевскую кругосветку пройти. Но передумали, потому что вспомнили с Женьком, сколько народу по реке ходит летом. И отправились в сплав на плоту. Именно, кстати, тоже вот случайная такая ситуация, да, то есть мы вообще не хотели. То есть о плоту я мечтал давно, но мы про плот вдвоем не думали. То есть я думал, когда-нибудь один на плоту сплавиться. А тут сложились так обстоятельства. Так что посмотрим, может быть, действительно попробовать осенью сплавиться на байдарке. Обалденно. Сегодня даже с хлебом. Максимально простой ужин, но от этого он не менее вкусный. Вкус детства, как говорится. Еще мох остался в спальнике после сплава на плоту, потому что сидели на мху постоянно, да, и вот когда в спальник я залезал, видимо, там на штанах или где там на термобелье прилипло все это дело, и в спальнике оказалось. Приятные воспоминания, но с ними придется расстаться, и сейчас я спальник вытряхну перед сном. В общем, спасибо, что посмотрели этот видеоролик до конца. Спасибо, что оставались со мной все это время. Не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки. Ну, дизлайки тоже можно поставить, но его все равно я не увижу. Хотите, ставьте. Пишите комментарии под этим видео. Может быть, какие-то идеи у вас есть еще, что бы вы сделали, да? Может быть, там все стены нужно завесить коврами. Вообще прикольно было бы, конечно. Напишите об этом, да. Вот. До скорой встречи. Это был канал Лесной Строитель. И меня зовут Алексей. Пока.
что, я брал пример с лучших застройщиков Москвы и Московской области. Насколько я знаю, они очень любят утеплять фасады. Именно так, напихав в них утеплитель, еще что-то, и потом вот так вот проходится пеной. Ну и люди берут, значит, это технология, отработанная годами. Сарказм, конечно.